Иногда судьба животного зависит не только от состояния его здоровья, но и от того, найдется ли рядом человек, который откажется сдаться. Каждый день ветеринары сталкиваются с тяжелыми решениями. Они видят животных, которым нужна помощь, но не всегда возможности позволяют спасти каждого. К сожалению, иногда питомцы оказываются в ситуации, когда их жизнь оценивают не только по силе их желания жить, но и по тому, насколько выгодным или возможным кажется их лечение. Именно так произошло с собакой по имени Робин. Его история могла закончиться очень быстро и трагично. Еще немного времени, и никто бы уже не узнал, каким удивительным и добрым псом он был. Робин оказался в государственном приюте для животных после того, как получил серьезную травму. Одна из его лап была сломана, и из-за этого собака практически не могла нормально передвигаться. Каждое движение причиняло ему боль. Он с трудом вставал, медленно передвигался и большую часть времени просто лежал, ожидая, когда кто-нибудь обратит на него внимание. Для обычного человека такой пес мог показаться слишком сложным случаем. Животное требовало обследования, лечения, ухода и восстановления. А в приютах, где ежедневно находятся десятки и сотни питомцев, каждое решение становится невероятно тяжелым. Сотрудники должны выбирать, кому в первую очередь нужна помощь. Иногда им приходится оценивать ситуацию с практической точки зрения. Сколько времени займет лечение, сколько ресурсов потребуется и насколько велики шансы на выздоровление. В случае Робина было решено, что лечение будет слишком сложным. Его состояние признали недостаточно перспективным, а затраты на восстановление неоправданными. Для окружающих он стал просто собакой со сломанной лапой, которой трудно помочь. Но никто не видел самого главного. За болью и усталостью скрывался невероятно добрый пес, который все еще любил людей. Робину дали время. Возможно, кто-то должен был прийти в приют и забрать его. Возможно, кто-то должен был увидеть в нем не проблему, а друга. Но дни проходили. Неделя за неделей. Никто не приходил за Робином. Никто не захотел взять домой собаку, которой требовалось лечение. Пес оставался в своем вольере и продолжал ждать. Он не понимал, что его судьба уже практически решена. Он не знал, что люди, которым он доверял, готовятся к последнему моменту его жизни. Когда настал день эвтаназии, Робина привезли в ветеринарный кабинет. Это был обычный кабинет, где каждый день врачи помогали животным. Но для Робина это место должно было стать последней остановкой. На столе лежал измученный пес. Его шерсть давно никто не приводил в порядок. Она свалялась, стала грязной и тяжелой. Казалось, что животное долгое время просто существовало, забытое всеми. Но даже тогда в его глазах не было злости, не было ненависти, не было желания защищаться. Только доверие. Робин продолжал верить людям, несмотря на то, что именно люди однажды оставили его в таком состоянии. Ветеринар подготовил все необходимое. До последней инъекции оставалось всего несколько минут. Казалось, изменить уже ничего нельзя. Но именно тогда произошло событие, которое полностью изменило судьбу этой собаки. Робин неожиданно начал подниматься. Для пса со сломанной лапой и измученным телом это было невероятно трудно. Он медленно поднялся на столе, собрав все оставшиеся силы. А затем сделал то, чего никто не ожидал. Он потянулся к ветеринару. Пес положил передние лапы ему на плечи и просто прижался к человеку. Он не понимал, что происходит. Он не знал, что этот человек должен был стать последним, кого он увидит. Он просто хотел получить немного ласки, немного внимания, немного человеческого тепла. В этот момент ветеринар увидел перед собой не безнадежное животное, а живую душу, которая до последней секунды продолжала доверять. Рука с инъекцией остановилась. Очень сложно сделать последний шаг, когда собака вместо страха показывает любовь. Когда она вместо попытки убежать, просит тебя остаться рядом. Все присутствующие были поражены. Никто не ожидал, что пес, которому было настолько плохо, найдет в себе силы подняться и показать свою настоящую сущность. Этот момент стал поворотным. Ветеринар понял, что Робину нельзя просто позволить исчезнуть. Возможно, ему действительно нужен был шанс.
Он начал искать организации, которые могли бы взять ответственность за лечение собаки. И вскоре такая помощь нашлась. Робин попал в руки специалистов службы спасения животных Vet Ranch. Именно там началась новая глава его жизни. Когда волонтеры впервые увидели пса, им было сложно поверить, через что ему пришлось пройти. Он выглядел настолько запущенным, что казалось, будто он долгое время оставался один на один со своими проблемами. Его шерсть была настолько спутанной, что сначала собаку пришлось привести в порядок. После стрижки и ухода стало видно, каким красивым и добрым животным он на самом деле был. За внешним видом измученного пса скрывался настоящий любимец, который просто слишком долго ждал помощи. Затем ветеринары занялись его лапой. Специалисты провели обследование, аккуратно вправили поврежденную конечность и зафиксировали ее. Лечение требовало времени. Но теперь рядом были люди, которые действительно хотели, чтобы Робин выздоровел. И самое удивительное, сам пес будто понимал это. Несмотря на прошлое, он не перестал доверять. Он спокойно принимал помощь, радовался каждому человеку рядом и постепенно возвращался к нормальной жизни. Через некоторое время произошло то, чего многие ждали с огромным волнением. Робин снова смог уверенно стоять на своих лапах. То, что в одном месте посчитали невозможным, оказалось вполне решаемым. Ему не требовалось чудо. Ему требовались только забота, лечение и люди, которые не отвернутся. История Робина особенно поражает тем, насколько тонкой была грань между жизнью и смертью. В одном месте его посчитали собакой, на которую не стоит тратить ресурсы. В другом увидели существо, которое заслуживает любви. Разница была только в одном решении. Кто-то увидел проблему, а кто-то увидел жизнь. После полного восстановления у Робина появилась новая семья. Теперь он живет в доме, где его любят и ценят. Больше ему не приходится ждать за решеткой приюта, надеясь, что кто-нибудь обратит внимание. Теперь каждый его день наполнен прогулками, заботой и счастьем. Он снова может бегать, играть и дарить людям свою невероятную доброту. Его лапа полностью восстановилась, и сегодня сложно представить, что когда-то этот пес находился всего в нескольких минутах от смерти. Сам Робин, вероятно, никогда не поймет, насколько близко он был к тому, чтобы потерять все. Он просто продолжает любить людей. И в этом заключается самое удивительное в его истории. Несмотря на боль, одиночество и разочарование, он сохранил самое ценное – способность доверять. Благодаря ветеринару, который не смог выполнить последний шаг, и людям из Vet Ranch, которые взяли на себя ответственность за судьбу чужой собаки, Робин получил второй шанс. Его история напоминает, что иногда для спасения одной жизни нужен всего один человек, который решит не проходить мимо. Один человек, который скажет «попробуем еще раз». И иногда именно это решение становится разницей между концом и новым началом.